Всем привет! Вы смотрите канал Russian with Dasha. Это канал для тех, кто изучает русский как иностранный. Транскрипции и прямые эфиры на Патреоне, а все анонсы, полезные ссылки и фотографии в моем телеграм-канале. Я все еще нахожусь в Кировске. Это город, который расположен за полярным кругом. И, как вы видите, я сейчас в Десертной. А это Лиза. Лиза, привет! Привет! Как здесь проходят зимы? Вот иностранцы всегда, когда слышат про Сибирь, они представляют, что там всегда холодно. За полярным кругом, наверное, места, это всегда снег, всегда темно. Вот расскажи, пожалуйста, как вы проводите зиму и что делать, чтобы не впасть в депрессию, когда вот темно? Вообще, вот то, что у нас в этом году зима, что в январе была плюсовая температура, недавно тоже было -2, -4, это нонсенс, такого, естественно, никогда не было. Вот, я так предполагаю, это все-таки нам уже начинает аукаться глобальное потепление. Вообще у нас зимой где-то -15, -20. На самом деле у нас зима довольно-таки теплая, у нас теплая зима и холодное лето. Это все благодаря теплому течению Гольфстрим, который тут недалеко. Сколько длится полярная ночь и как это выглядит? А все зависит от города. Например, вот чем город ближе к Атлантическому океану, тем там полярная ночь, она длится дольше. У нас она, если я не ошибаюсь, там в районе 2-3 недель длится. Вот. Вообще, на самом деле, полярная ночь, лично для меня, это не так страшно, как полярный день, потому что полярный день — это действительно, когда солнце в зените 24/7, и оно вообще никогда не садится, это очень тяжело, потому что мозг постоянно думает, что день еще, очень трудно уснуть, очень тяжело просыпаться, ты вообще не высыпаешься никогда. То есть даже шторы blackout не спасают. Вот. А полярная ночь, она не так страшна, как они думают. Северное сияние. Как часто вы его видите? Удивляет ли оно вас? А ты вообще видела северное сияние? Я видела вот во вторник чуть-чуть и в среду очень классно. И как ты поняла, что это северное сияние? Ну вот во вторник было, если бы не Маша, я бы не поняла. Во вторник мы просто увидели серую полосочку, но в среду было сильнее свечение, и уже оно так передвигалось по небу, и глазом уже был виден цвет. Но, конечно, на телефоне, на экране телефона выглядит ярче. Это самый большой обман, потому что туристы, когда приезжают, они думают, что тут все как на картинке, но суровая реальность такова, что нет. Большая часть северных сияний можно видеть через телефон, как ты правильно говоришь, навести. Вот, камера это лучше видит. Вот, либо по-хорошему ехать куда-нибудь подальше в лес, подальше от города. И тогда есть шанс. Есть еще, кстати, приложение Аврора, оно бесплатное, и там вот как раз показана вероятность увидеть мы так и смотрели. Вот. Да. И там вот как раз есть шанс ловить его. Я так понимаю, это тоже зависит от интенсивности, да? Чем интенсивнее, тем четче видны вот это эти да, но силуэты. ты никогда не увидишь, как на фото. Как на фото, никогда. Да, так что, ребята, я покажу сейчас вот здесь видео, которые мы сняли. Это, конечно, невероятно. Для меня это волшебство, потому что я это видела впервые, и это как какой-то живой организм, как какая-то волшебная субстанция. Но для вас, наверное, это тоже что-то совершенно совершенно обычное. А я тебе секрет обычное. расскажу. Я первый раз северное сияние в прошлом году увидела. И встала на лыжи, да, тоже в прошлом году? Нет, в этом году у меня муж вот учится на инструктора, он на мне тренируется, хочет меня поставить, чтобы потом можно было выложить фото, видео. Да. Смотрите, это я сделал. Да. Вот. Из такого еще очень часто к нам выходят наши друзья четвероногие из леса. В Апатитах вот недавно волк гулял по центру. Я помню, было лето какое-то, мне было лет, наверное, 13-14, и у нас в парке тусовался медведь. То есть он просто... Бурый медведь, да? Он там ходил, это было лето как раз, он ходил и просто переворачивал мусорки. Он был супер безобидный, но, естественно, всем детям было строго-настрого запрещено ходить в этот парк. Вот, пытались его как-то напугать, чтобы он просто ушел сам. Вот. Но в результате он, по-моему, недельки 2 пошкодничал и убежал. Ты здесь родилась,
Да, И ты сказала, что ты третье поколение людей, да. которые здесь живут. Как твои прадеды оказались здесь? Мой прадедушка Миша во время Второй мировой войны, его забрали в плен, он все это время находился в концлагере. Слава богу, не в том, где ставят эксперименты, то есть просто тяжелый труд. Он пытался оттуда пару раз бежать. Ему очень повезло, что его сразу не убили, а дали вторые шансы. То есть он первый раз бежал, второй раз бежал, и третий раз он уже собирался в побег. Он понимал, что это точно будет последний. И в этот раз приехал мужчина с фермы и попросил типа пару мальчиков на ферму. А И сколько ему было лет тогда? лет, наверное, слушай, 17, вот 14-17, где-то в этом диапазоне, то есть он еще даже несовершеннолетний был. Мгм. Вот. Ему повезло, что фермер его выбрал, и он оставшееся время находился на ферме и занимался трудом, там к нему относились по-человечески. Сколько было лет дедушке, когда он вернулся в Советский Союз? И я предполагаю, что тоже до 20 лет, это Мгм. 100%. Его объявили врагом народа, отправили на север. Когда эта каторга закончилась, ему просто наконец-то разрешили общаться с другими родственниками, но к этому времени уже все родственники умерли. Кошмар. Мгм. Это дедушка Миша, он идет по бабушкиной линии. Мгм. А по дедушкиной линии А, тоже такие переселенцы? Я предполагаю, что да, но по дедушкиной линии, вот я как и рассказывала, что это не принято ни обсуждать, ни вспоминать, нет информации практически То есть, никакой. да, обычно, если человек был врагом народа, то родственники о нем не говорили. Я даже когда писала статью вот, о дедушке Мише по бабушкиной Мгм. линии, мы вот даже ходили в архив поднимать информацию, потому что критически мало, даже бабушка знает, хотя это ее папа родной. Да, да. И получается, что весь Кировск — это люди, которые здесь остались после переселения, да? Да, то есть часть осталась, часть сюда приехала тогда на заработки, потому что, в принципе, опять же, освоение севера платили хорошо, отпуск 50, ну, я не знаю, сколько был, но явно был тоже большой. Вот, условия для каких-нибудь ученых, я думаю, тут были хорошие. В советское время. Да. Да, понятно. Я видела везде люди ходят в куртках Фосагро. Расскажи, пожалуйста, что это за предприятие? Это вот как раз градообразующее предприятие. То есть, когда началась вот эта разработка апатитонефилиновых руд, естественно, это изначально все принадлежало государству. Это было все во времена СССР. Но после развала Советского Союза, это уже история моей мамы, платить людям было нечем, и они платили акциями компаниями. И, соответственно, эти акции тогда стоили копейки. Мгм. Пришел один очень умный дяденька-предприниматель, выкупил у большинства людей акции за копейки, потому что, опять же, это были 90-е, люди были рады любым деньгам. И все, и Фосагро стала частным предприятием, но оно такое полугосударственное все равно, потому что все земли, где ведутся раскопки, это все равно принадлежит городу, где находится горнолыжный комплекс Бигвуд, это тоже все принадлежит городу. Вот, ну, земля я имею в виду. Вот, поэтому, естественно, большая часть населения работает на Фосагро. Ну, то есть, в принципе, большая часть населения работает на то, чтобы либо добывать руду, либо на то, чтобы обслуживать тех людей, которые в шахтах трудятся. Раньше сюда люди ехали за высокими зарплатами, за длинным отпуском. У нас отпуск оплачиваем 52 дня. Плюс еще можно получить несколько дней за вредность. Вот, например, мой дядя, он работает в шахтах, то есть он взрывает, отвечает за количество динамита, которое мы туда вкладываем,
и у него отпуск за счет вредности 90 дней, то есть 3 месяца. То есть вредность означает тяжелый труд, вредный для здоровья. Да, конечно. Ну и плюс, когда мы в шахты спускаемся, там очень много углекислого газа, там, в принципе, много ядовитых паров, которые там находятся. Во время взрыва человек испытывает вибрацию, она тоже вредна для организма. Громкие звуки, это тоже все вредно. Там темнота вечная, глаза тоже по-другому, соответственно, могут уставать быстрее. Вот. Ну и в принципе это дикий стресс, не дай бог 1 грамм больше, 1 грамм меньше, и это все может покатиться куда не надо. Во сколько лет уходят на пенсию, если работают на шахте? Если не обязательно на шахте, то есть, например, моя мама, она работала на фабрике, и там тоже там пыль, там вибрации есть, и она вышла на пенсию в 45 лет. Я думаю, мужчины чуть там попозже выходят. Вот, ну, в принципе, вот у меня сестра тоже недавно в 46 на пенсию ушла. Чтобы выйти на эту пенсию, нужно 9 лет отработать, ну, 9 лет северки, сколько-то лет за вредность и, естественно, пенсионные Е-баллы накопить. Интересно. Хорошо. Люди сюда приезжают не только чтобы работать, но и чтобы отдыхать. Вот чем знамениты эти места? Чем можно здесь заняться туристу? Я вообще-то об этом не задумывалась, когда вот как раз в этом сезоне к нам стали приезжать туристы, начинают задавать эти вопросы. Я, опять же, из-за того, что я местная, для меня это не удивляет, но когда слышишь отзывы людей, которые это видят первый раз, конечно, это немножко заставляет задуматься и посмотреть на это с другой стороны. Первое, что самое крутое, это, ну, на мой счет, это снежная деревня. Снежную деревню открыл папа моей одноклассницы, Владимир Комягин. Она уже попала в книгу рекордов Гиннесса как самое большое строение из снега. Я не знаю, как сейчас, но раньше к нам приезжали из Германии, из Финляндии, Швеции, Норвегии, помогали строить снежные фигуры. Вот, я искренне болею за этот проект, как за свой. Вот. Потом из интересного у нас есть ботанический сад. Это самый северный ботанический сад либо в мире, либо в России, не буду врать. Из прикольного там есть шоколадное дерево, где вот этот бобы растут. Как насчет горнолыжного курорта? Мы тут, как люди, которые живут у моря, они там ни разу не были. В принципе, вот все мои одноклассники, все мои друзья, я знаю только одну девочку, которая ходила на горнолыжку и занималась лыжами. То есть все остальные, они либо вообще ни разу на лыжах, как и я, не стояли, вот, либо катаются очень плохо. Почему так? Вот интересно, когда я приезжаю на Кавказ, я спрашиваю местных, ходите ли вы в походы, здесь же такая красота. Они говорят, нет, горы видим каждый день, нам не интересно гулять по лесу, ходить в походы. То есть вам не интересно кататься на горных лыжах, да? Хотя у вас эти лыжи окружают, да, ой, эти горы. Да, да, ну, как будто, да, тоже, что там ловить... Мы и так все видели. Интересно, мы тут приезжаем из Петербурга покататься, платим за прокат, за скипасы кучу денег, а вы даже так, ладно, неинтересно. Зачем туристам, зачем иностранцам приезжать на север, на русский север? Не надо, не приезжайте. Нет, это реально, ну, для нас, честно говоря, вот я не понимаю, почему, вот, например, к иностранцам в Питере и в Перми я отношусь супер хорошо, я очень рада, что приезжают, что интересуются, но здесь мне вообще очень некомфортно почему-то. Это вот как раз, видимо, из-за того, что, ну, вот, воспитание все равно идет из поколения в поколение, вот это, типа, отношение. То есть вы плохо принимаете иностранцев, иногородних? Ну да, да. Почему? Вы считаете, почему так? Мне кажется, что мне это просто, вот говорю, вот, передалось, да, с молоком матери. Ну, ведь, знаешь, раньше в Кировске весь Кировск тебя знал, и ты знал весь Кировск. То есть это было как бы такое комьюнити, и, естественно, я так предполагаю, что родители старшего поколения, они до сих пор с этим и живут. Им очень тяжело
осознавать, что в их комьюнити вынуждены приезжать другие люди, и с этими людьми нужно еще как-то считаться и равняться. Вот. Ну, то есть, в принципе, тут все-таки консервативное, более консервативное общество тут живет, и тяжело тут немножко в этом плане. Не очень любят здесь приезжих. Но при этом я вижу туристов, например, из Китая, которые приезжают кататься. Это вот второй сезон мы их видим. До этого вообще не было. В этом году еще индусы приехали, и турки были. Ну, тут, я думаю, ты тоже заметила, тут даже каких-то табличек очень редко переведено на английский. То есть, ну, это вот как раз, я предполагаю, как раз связано с тем, что люди просто не привыкли видеть чужих. Они вот привыкли, что в Кировске это вот одни и те же лица. А тут мало того, что вот с 2014 года пошли люди из других городов, начали чаще всего к нам приезжать. Вот, так тут еще и иностранцы, тоже вот китайцы были. Я думаю, что это для местных прям шок. Ну, боязно. Интересно. Я пока не поняла менталитет местных. Я думаю, просто мы уставшие. Вот, потому что все равно жить, когда у тебя 9 месяцев зима, немножко надоедает носить эти подштанники. Все, кто едут в отпуск отсюда, они супер счастливые. Да. А вот, кстати, куда ездят люди? В отпуск? Да. Ну, в основном в тепло. Но я, например, не переношу жару, вообще терпеть не могу. И я, наоборот, люблю путешествовать по скандинавским странам. Раньше, ввиду того, что отсюда до, например, Раваньеми, это финский город, ехать с пересечением границы 6 часов всего. И раньше, когда был евро по 27 рублей, мы стабильно каждые выходные ездили в Финляндию, Швецию, Норвегию, в Икею ходили, просто смотрели, как финны живут, общались периодически с ними. Вот. Я вот лучше бы туда, чем в какую-нибудь Турцию и всякое, такие теплые страны. Понятно, да. Будем надеяться, что границы скоро откроют. Да, я очень хочу с нашим друзьям, и хочу евро хотя бы по 60 рублей. Ладно, спасибо большое. Ребята, если у вас есть вопросы, пишите в комментариях. Ссылка на страничку Лизы будет в описании. Всем спасибо. Пока-пока.